Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня мы будем шить из очень дорогого американского хлопка. Вы думаете, что я шучу? А вспомните, сколько стоят новые джинсы? Вот и я о том же. Даже швы от джинсов не будем выкидывать, опустим в дело. Вы уже заметили, что около швов я старалась оставить хоть немного ткани. Хочется сделать аккуратно, чтобы не было торчащих ниток. Приготовим основу плотную ткань и нарежем джинсовые кусочки нужной длины. Работа самая простая. Прикладываем и пришиваем первый джинсовый кусочек. Затем сверху лицом к лицу укладываем другой кусочек. И прошиваем как можно ближе к линиям декоративного шва. Не забудьте поставить лапку для пришивания молний. Прошили, отвернули, закрепили машинной строчкой. Пришиваем следующий фрагмент. На машинке довольно сложно шить, трудно подобраться к краю, поэтому в следующий раз буду шить руками. Таким образом заполняем всю основу. Полученную заготовку надо подровнять и отрезать все лишнее. Еще приготовим длинные полоски. Ими мы обошьем заготовку сверху и снизу. Мы не ищем легких путей. Хочется, чтобы шов на длинной полоске послужил декором. Поэтому рассчитываем, чтобы при отгибании нам хватило места. Пришитую полоску отгибаем и дополнительно прошиваем. Декоративные детали нашили с обеих сторон. А теперь приготовим кусочек ткани шириной 3 см. С ее помощью мы полоску соединим в трубу. Сначала пришьем ее к одной боковой стороне. Затем к другой. Конструкция получилась очень интересная. Можно вывернуть и посмотреть. А вот теперь приступим к изготовлению дна. Приложим получившуюся трубу к листу бумаги и обрисуем контур. Вырежем кружок и уточним размеры. Приготовим кусок ткани для донышка. Уплотним его и простегаем. Затем обведем выкройку и вырежем деталь дна. Вошьем дно сначала иголкой с ниткой, а уже затем на швейной машинке. Из подкладочной ткани сошьем внутреннюю часть. Все шьем так же, как и верх. Сначала подготовим трубу, потом вошьем в нее дно. Заготовку верха вывернем и ставим внутрь деталь подкладки. Верхний край заправим внутрь, дважды подогнем и подошьем иголкой с ниткой.
И получилась у нас замечательная коробочка, стаканчик-органайзер для хранения всего самого необходимого. Эх, коробочки, как в анекдоте. Мадам, приглашаю вас выпить коробочку вина. Может быть, бутылочку? Не льстите себе. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!